Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Жизнь в Австрии. Сегодня у нас лебеди будут играть в бассейне, и я расскажу о некоторых особенностях природы и климата Каринтии. Вот он, бассейн, это озеро Асиахи-Розея. Игра заключается в том, что папа с мамой не дают детишкам плавать в бассейне, а рассаживают их по бортикам. Это озеро Асиахи-Розея, слева направо оно почти 11 километров, зажато между горами, и февраль месяц. У моего пирса образовался бассейн, который сразу же облюбовали лебеди и утки, и устраивают там свою веселую игру. В чем она заключается? Родители уже отделили своих птенцов. Птенцы уже, по идее, должны жить своей жизнью, но они еще продолжают и некоторое время будут продолжать держаться рядом с родителями. Хотя у родителей уже любовь-морковь, и они уже всерьез задумались о следующем выводке. Поэтому они их шпыняют помаленьку, гоняют, не дают им, дают им понять, что вам бы, ребята, надо идти и искать свое место под солнцем. Вот видите, по льду, по краю бассейна сидят птенцы, а в воде папа с мамой, которые категорически никого туда не пускают. У меня было много вопросов по поводу того, почему у вас образовался этот бассейн, а у соседей, например, его нету. Давайте я вам сейчас про это подробно расскажу. Итак, первое. Предположение, что что-то там сливается с берега, что какая-то там труба идет, какие-то воды текут с берега. Вот смотрите, лед. Вот ближе к берегу лед, везде лед. То есть с берега ничего в воду не течет. Иначе была бы какая-то протока, да? То есть вот этот бассейн образовался на некотором расстоянии от берега. Там родители прибыли. Ой, дети все нащеперились. Сейчас папа придет, там порядок наведет. Всем подзатыльников отвесит. Параллельно происходящее вот в бассейне. Это самое начало. Так, а папа пришел к шапочному разбору. Тут уже все поели. Так, он всех расшугал. Вот так. Порядок навел. Да, говорит. Теперь я кушать буду. Там мама тормозит. Спотыкнулась на трещине на льду. И папа. Папа, да, с аппетитом. Это было самое начало февраля, бассейн только-только появился. Ну давай, хвост поднимай. Нет, там глубоко и бесполезно. Ну и родители стали устанавливать там свои правила. Бассейн классный, конечно, получился. Анфисия, что ты думаешь насчет бассейна? Анфисия лежит, млеет просто. У него такое шоу. Он специально близко не подходит, говорит, подойду, спугну. Все, мама тоже подплыла, тоже перекусить надо. Так, папа пошел всех шугать. Так, вся детвора по периметру, говорит, всех расставил, так стоять и не шевелиться оттуда. Вот смотри, что делает. Порядок наводит как. О, всех разогнал, всех вообще. Так, одного. То есть он их хочет на лед поставить. Говорит, в воде вам делать нечего. Говорит, все вылазьте на лед. Вот. Ну, одного уже. Ну все, начал гонять активно. Все, второй готов. То есть папа занимается тем, что всех детишек выгоняет из бассейна, говорит. Стойте по периметру. Вот все дома по берегу озера, они все снабжены центральной канализацией. А вот это, смотрите, вдоль берега, вот, льда нет.
тут есть некоторое русло. На самом деле озеро представляет из себя реку, широко разлившуюся реку, которая заполнила вот впадину между горами, река Тибль. И есть некоторое русло, где проходит основное течение. И оно проходит как раз вот вдоль нашего берега. Вот смотрите, здесь вода, открытая вода вдоль всех участков. Ну, это было в декабре месяце, когда только-только начало замерзать озеро. То есть течение. И там, где есть течение, естественно, гораздо медленнее образуется лед, он гораздо тоньше и он раньше тает. Вот потом течение поворачивает. Река Тибль сначала впадает в цепочку болот. Болото – это заповедная зона, заповедник, природный парк. Они мелкие, они замедляют течение реки, и там в болотах осаждается, возможное удобрение, то, что несется с полей речкой Тибль, чтобы не попадало в озеро. Одновременно болота засажены водорослями, благодаря удобрениям, которые течет река, там активно растут водоросли, а водоросли именно такие, которые очень нравятся водоплавающим, лебедям, уткам, другим. Соответственно, там у них круглогодичная столовая. И вот там вот этот район болот, вот там устье реки Тибль никогда не замерзает. Вот там лебеди всегда могут, во-первых, подогреться, во-вторых, перекусить. И мой бассейн, вот этот, который вы видите, это тоже, это вот элемент, вот трещина, видите, течение, там трещина, там вода, вот. А он образовался, я туда бросал корм, там были подольше утки, лебеди, они там оставляли свои подарки. И там лед был еще тоньше. Он, в принципе, он тонкий, так как там проходит течение, но благодаря какой-то вот активности он был еще немножко потоньше. Сейчас вот эта трещина, где был тонкий ручеек, уже превратилась в вот такую протоку, вот такой канал, по которому плавают лебеди. Все дома по берегам имеют, естественно, систему канализации центральной, есть очистные сооружения. В озеро не попадает не то чтобы канализация, это даже, об этом даже, этого не может быть никогда. Вот. У меня на канале есть несколько роликов, как эта профилактика делается, как это прокладывали, как это все организовано. Посмотрите, ролики на канале есть, я ссылки дам. Даже дождевая вода не попадает в озеро, то есть вот вдоль дорог ливневка перехватывает вот это, чтобы не шло в озеро. Поэтому здесь все чисто. То есть это высшая оценка качества воды абсолютно. И вот смотрите, идет процесс воспитания, скажем так. Но сейчас мы с вами увидим один интересный момент. Вот с одной стороны, видите, лебедь папа, он поднял крылья. Это такая, он не сильно их поднял, но он их приподнял. Это такая угрожающая позиция, когда лебедь как бы своим видом показывает, что ты лучше не нарывайся. Вот. То есть это некоторая угроза. Молодежь стоит, головами кивает. Вот. Им важно искупнуться, им нравится, естественно, им хочется. Вот. И это питание. Но мы с птенцами уже сообразили, что с родителями договориться-то трудно. Вот. Но если они будут прилетать пораньше, чем родители, то они всегда успеют перекусить. Мы с ними так и договорились. Они приплывают всегда пораньше, на полчаса, на час. И я пораньше выхожу, им все организую тут буфет. Они хорошо перекусывают. То есть к тому моменту, когда прилетают родители, птенцы уже сытые, довольные. И дальше это уже вопрос. Вот сейчас, смотрите, обратите внимание. Вот он погнал, увидел какого-то, который в воду слез, погнал его. И вот этот момент, смотрите, хвостом, раз. Вот это такое помахивание хвостом, это доброжелательность, это удовольствие, это приветствие. То есть, когда гонят врага, так хвостом не машет. То есть, он ему как бы говорит, ты знаешь, я не то чтобы всерьез особенно, но так положено. Вот такая история про игры в бассейне и про сам бассейн. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, поставьте лайк, если понравилось. Будьте здоровы, пока-пока.